подпущу тему о том, что случайности не случайны, и мы это признаем, если мы веруем в Господа, который является Творцом мира, и тот, который его создал, он его не оставил. И мы знаем, что наша Земля не просто где-то так в вольном плавании в космосе, не ясно, куда она летит и где мы окажемся, а все под его контролем, не только между планетами, а на дорогах каждого из нас. Пару библейских историй, которые указывают на том, что Господь управляет землей, и все доброе совершается по Его воле и через Него. А может быть, то, что недоброе или не совсем доброе, совершается по Его допущению и под Его контролем, и по Его мере. Потому что если бы не было Его меры, даже эта война, если бы не было, может быть, Его меры, то могло быть намного хуже. Может, известные для нас истории. Я вспоминаю Авраама, которому Бог дал обещание, что Сара от него даст ему детей. Как это обещание шло, и вот были разные трудности, и может быть, и что-то зависело от них, что-то от них не зависело. Но то, что зависело от них, помните, Авраам делает дважды похожую ошибку, когда изменяет место жительства, и из-за того, что его жена была очень красивая, иногда это может быть проблемой. Да? Вот. И он решает проблему тем, что скрывает, кто она ему на самом деле. Говорит, это моя сестра. Дважды такую ситуацию, в которую Бог вмешивается и исправляет. Потому что Бог все контролирует. Потому что Бог сказал, что Сара зачнет не от чужого мужчины, а от тебя. И вот одна из них, это Бытие, глава 20, стих 6, когда царек той местности взял, или как бы приснил к своему гарему еще одну красивую женщину, которую он взял, не подозревая, что она оказывается замужем. И Бог его останавливает, стих 6, и сказал ему Бог во сне: «И я знаю, что ты сделал сие в простоте сердца твоего, и удержал тебя от греха предо мною, потому и не допустил тебя прикоснуться к ней». Бог говорит, я удержал тебя. Даже ошибки, которые мы делаем, Бог контролирует. И Бог не допускает, чтобы они принесли нам вот какое-то то, чтобы разрушило Его план. Его планы состоятся. Я удержал тебя. Также дальше будет история, как Бог уже работает со своим народом, который Он от этого обетования, от Авраама и Сары созидает израильский народ. И когда, помните, они выходят уже из Египта, большой народ, должны прийти к обетованной земле, и там история с пророком Валаамом, который захотел подработать, хороший контракт ему предложили, и даже не зная, что Божьей воли нет, он решил все равно на этом заработать, проклясть этот народ. И как Бог сделал так, что этот человек не смог это сделать, потому что Божья воля была другая. В притчах есть такие фразы, притчи Соломона 16:1. Человеку принадлежат предположения сердца, но от Господа ответ языка. Вот его предположение сердца было: я их прокляну, и мне за это будет хороший заработок. Но ответ языка был совсем другой. Бог сделал так, что этот язык, который хотел проклинать, он благословлял. Стих 9, это же глава. Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. Мы можем создавать планы, и мы их создаем. Но иногда наши планы не такие, как мы составляем, а которые допускает Господь. Я планировал об этом говорить до знакомства с нашим гостем, пастором Александром. И сегодня утром он говорил, как он у нас оказался, что он где-то просто не взяли паспорт, и вот этот паспорт выслали,
И он должен был сегодня уже его получить. И так должно было быть. Но, не знаю, может быть, чудо произойдет, он еще сегодня получит его. Но пока похоже так, что Бог допустил, что кто-то на новой почте эту посылку бросил не туда, куда надо, и она пошла не сюда, а где-то в Луцк, и вот должна возвращаться. И так кажется, что еще 2 дня. Ну, это там-то кажется. Не знаем, что будет еще дальше. Он должен быть задержаться в Могилеве. Мы планируем, но Бог выше нас, и Бог знает, что нам надо, и где нам надо, и когда нам надо быть. Слова Бога через пророка Исаии 46:10. «Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Бог говорит, я говорю наперед, и это не только не то, что просто я предсказываю или я предвижу, а больше Бог наперед говорит свои планы, и Он делает все, чтобы эти планы сбылись. Это пророчество в контексте того, что Исаия много говорил о том, что спустя их ждет наказание. Спустя столетия будет тяжелая ситуация, будет враг, который вторгнется в их страну, многие потеряют свои места жительства, будут вынуждены быть переселенцами. А потом Бог говорит, а я вижу еще дальше. Спустя еще где-то лет 200 я вижу, что будет еще по-другому. Там дальше идет речь о том, что Он пошлет еще другого царя, который будет добрый к евреям. Этот царь еще не родился, а Бог называет его по имени. Не знаю, может быть, дедушка его родился, а может, дедушки даже его не было. Что будет такой вот царь, и он даст вам совсем другую милость. И вы вернетесь, и вы свою жизнь восстановите. Мой совет состоится. Это была речь о царе Кире Персидском. И, может быть, как уже исполнившееся пророчество книга Ездры. Книга Ездры начинается именно этими словами, что этот царь дает указ. Ездры, первые стихи этой главы. В первый год Кира, царя Персидского, в исполнение слова Господня из уст Иеремии. А уст Иеремия сказал точное время, сколько евреи будут там вынуждены быть переселенцами. Вот такой вот Кир появляется, стих 2. Так говорит Кир, это его указ, царь Персидский. Все царства земли дал мне Господь. Это язычник говорит. Бог небесный. И Он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Как у нас были братья с Молдовы, которые помогли нам купить эти продукты для наших переселенцев. Петр Федорович вспомнил, как распался Советский Союз. Это же была, какая это была ужасающая и мощная империя, против которой просто боялись как-то даже иметь какой-то намек на войну с ним, с конфликтом. И как она распалась. Просто по Божьей воле. Тоже примерно лет 70 просуществовал. Без всякой войны, без всякого выстрела. И даже те страны, которые раньше этот союз контролировал, сейчас некоторые из них это уже в Европе, да? Это уже Европа. А вот это, может быть, какая-то попытка этот союз реанимировать где-то, может быть, производит то, что мы сейчас имеем некое неспокойствие. Но все в Божьей воле. Бог может сделать то, что непосильным. И там, где кажется невозможным, сделать совсем по-другому. Так была эта история с Вавилоном, а потом с Киром, который завоевал этот Вавилон. И тут полное изменение. Книга Исфирь. Книга Исфирь, не так давно Анатолий Дмитриевич подробно ее читал нам на собраниях. Вообще книга о том, может быть, на мой взгляд, центральная идея книги, да, что Бог правит. Правит так, чтобы его планы исполнялись. И в этой книге очень много таких, кажется бы, случайных вещей.
на которой, в конце концов, все работают на то, чтобы Божья воля исполнилась. И эти случайности мы понимаем, что это просто Бог делает так. Вот шестая глава книги Исфирь, даже так, конец 5 главы, последний стих, и потом 6 глава. 5 глава заканчивается такими словами. Это вот совет жены этому Аману, который хотел там делать много зла евреям и одному Божьему человеку из евреев. И сказала ему Зареш, жена его, и все друзья его: пусть приготовят дерево вышиной в 50 локтей, за 20 метров. И утром скажи царю, царь, который и так тебя во всем слушается, скажи царю, чтобы повесили Мордохея, вот этого, который тебе так как бы глаза мусолит, еврея этого, повесили Мордохея на нем. И тогда весело иди на пир с царем. И понравилось это слово Аману, и он приготовил дерево. Вот накануне, вот день, днем, Аман уже так много зла запланировал для евреев, не дожидаясь, пока он исполнится, хочет этого Мордохея отправить в иной мир. Он приходит домой вот с такими чувствами, говорит: что ж ты, все в твоих руках. Завтра же пойди и разберись, а сегодня заготовь дерево. Он сегодня заготавливает дерево, а вот завтра утром идет к царю. А в этот момент ночь, 6 глава, 1 стих. В ту ночь, когда он уже это запланировал, да, уже дерево сделано было, в ту ночь Господь отнял сон от царя. И слова «Господь» нету в оригинальном тексте, но все понимают, что если даже его нету, то Господь есть, и Он за этим стоит. В ту ночь пропал сон, и мы понимаем, кто забрал сон. Господь. Отнял сон Господь от царя, и он велел принести памятную книгу дневных записей, и читали их перед царем. У царя пропал сон, наверное, тогда не было таких снотворных, доступных в аптеке. И царь говорит: не спится, принесите мне мои летописи, что там напомнить о событиях каких-то дней. Где записывали историки буквально дни жизни и все, что происходило с царем. Приносят книгу и читают именно на том месте, где нужно было Богу, где Бог все это организовывает. И книга раскрывается на том месте. И найдено записанным там, как донес Мордохей, этот Мордохей, которого хотят погубить, как спас царю жизнь. Он обнаружил заговор. Стих 3. И сказал царь: какая дана почесть и отличие Мордохею за это? И сказали отроки царя, служившие при нем: ничего не сделано ему. Вот, спас жизнь царю. Что там написано? Как мы его отблагодарили? Ничем не отблагодарили. И у царя вопрос: как его отблагодарить? И в этот момент царя вопрос: как его отблагодарить? Приходит этот Аман с мыслью, чтобы поднести царю идею убить этого Мордохея. И он еще не сказал слова. Царь спрашивает: слушай, у меня есть один человек, которого я хочу отблагодарить. Что ты скажешь? Помните, тот ему дает совет, думая, что, наверное, это не Мордохей, думает, даже этого мне. Лучший совет. И когда он понял о ком-то, он уже замолчал, он закрыл рот. Помните, эпизод этой истории, эпизод заканчивается тем, что на том дереве был повешен уже не Мордохей, а этот Аман. Это только эпизод, маленький эпизод большой истории книги Исфирь. И еще больше историй, которые правит Господь. Бог может сделать так, что цари могут делать добро. Бог может сделать так, что то зло, которое они планируют, может быть ограничено и уменьшено. Помните, когда ранее бездетная Анна получает по слову священника Божья милость, она зачала, родила ребеночка, или должна родить ребеночка. Это первая книга Царств. Там есть такая молитва, когда она хвалит Бога за дитя. 2 глава, может быть, пару фраз из этой молитвы. 6 стих. Господь умерщвляет и оживляет. 7 стих. Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Женщина понимает, что все, что происходит вокруг нее,
это все зависит от Бога. То, что она долго не имела детей, и то, что Бог чудом дает ей ребеночка, и все вокруг, все делает Он. Итак, если все делает Он, то для людей, которые в это верят, для верующих в Него, есть большой вызов, чтобы мы это со смирением принимали, как от Него. Вот это, может быть, для меня урок номер один из того, что если Бог правит миром, то как мы должны со смирением все принимать, то, что Он допускает, и то, что Он делает в нашей жизни. И известный человек для нас, история очень известная, может быть, для всех, кто читал Библию не раз, кто хотя бы раз в жизни прочитал Ветхий Завет, тоже ее помнит, книга Иова, история Иова. Помните, мы все помним обычно его слова, которые он говорит, когда Бог допускает в его жизни многие потери. Он говорит: Господь дал, Господь взял. Да будет имя Господне благословенно. Но это только начало книги. Потом события развиваются. И Иов где-то поет немножко другие песни, да? Или говорит немножко другие слова. Вообще его слова – это подвиг, сказанный тогда. Это подвиг. Потерять все, имея почти все, что может иметь человек на земле, и все потерять. И даже здоровье, в конце концов, потерять. И на фоне того, когда его друзья приходят, начинают его еще эти раны колупать, да? Значит, ты такой лицемер, и вот тебе Бог так дает такие несчастья. И на фоне этого даже такой человек, как Иов, не сдерживается, начинает, не понимая то, что происходит, начинает возмущаться. Собственно, он не говорит какие-то злые слова, а просто не понимая, просто где-то ропщет. И так происходят эти диалоги, почти вся книга. Но в конце концов в этой книге Бог начинает говорить. Глава 38, стих 2. «Кто сей, омрачающий провидение словами без смысла?» Вот слово «провидение». Для меня эта тема богословски называется Божий промысел или Божье провидение. Божье провидение. Когда то, что Бог не то, что видит наперед, а Он осуществляет историю, Он ее движет, Он ее управляет. И вот Бог спрашивает этого, кто здесь что-то много разговорился, какой-то человек, который ничего не понимает, кто сей? И говорит: Иов, давай я тебя кое-что спрошу. Вот ты меня много спрашивал. Что это происходит, Господи? Где справедливость? А давай я тебя кое-что спрошу. И то, что спрашивает Господь, кажется, такие, может быть, простые земные вещи. Бог спрашивает каких-то животных, каких-то рыбках. Ты это понимаешь, Иов? Ты это понимаешь? Иов, ты даже этого не понимаешь, Иов. Если ты даже этого не понимаешь, то что ты можешь спрашивать о вопросах моей канцелярии? Что-то не так произошло. И вот 42 глава, уже Иов отвечает, и Бог снова подтверждает. 42 глава, стих 2. «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое, твои планы, то, что ты планируешь, твой промысел, твое провидение не может быть остановлен. Господи, я знаю, или понимаю, что, в принципе, не молчать и просто смотреть, что ты делаешь. Вот все, что я должен был делать, просто это молча вынести. И снова этот вопрос: кто сей, помрачающий провидение? Слово провидение в русском переводе дважды в Библии, дважды в этой истории, всего 2 раза в Библии, и дважды в этой истории с Иовом. Бог говорит: я управляю жизнью. И даже такой мудрый человек, как Иов, когда ты не понимаешь, ты лучше молчи. И помните, Иов, стих 3. «Так я говорил о том, чего не разумел.
То есть Иов кается. Господи, прости меня, прости меня. И, собственно, это помогло Иову еще лучше понимать и доверять Богу. Может быть, еще одна история, но уже совсем другой человек, может быть, не такой высокой духовности, но очень высокий по положению. Книга Даниила, помните, такого всесильного, как он думал о себе царя, Даниила, 4 глава, которому Бог дал очень много власти, допустил. Историю Навуходоносора, тот царь, который, собственно, и завоевал Израиль, этот вавилонский царь. И когда ему приснился сон, и Даниил его толкует, говорит, дает советы: слушай, царь, тебе нужно исправиться. А царь все-таки не исправился. И то, что Бог сказал, исполняется. Этот, кажется, могущественный монарх становится как безумный, как животное, и живет как животное. И дивно, что его придворные терпят это. Потому что Бог сказал, что тебе разум вернется, и ты вернешься на царство. Представьте себе, чтобы сегодня какой-то царь, ну, может быть, есть такой, я не знаю, может быть, даже недалеко от Украины, потерял рассудок, стал безумным. И чтобы его придворные вот так вот, они только сразу бы психушку закрыли бы, и другой царь. Но слово Бога же сказано было, что ты потеряешь рассудок, но потом ты поймешь. И его придворные терпели и ждали, пока ему вернется рассудок. А как он вернулся, стих 32, он понял, как бы он же кается. Вот он кается. И все живущие, ты правишь, да, вот, и все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто бы мог противиться руке его и сказать ему: что ты сделал? И дальше: и в то время возвратился ко мне разум мой. Тогда, когда он понимает, Господи, что ты правишь. Не я такой вот царь, вот здесь понастроил, позавоевывал, и вот все от меня зависит. Когда он понимает, что, Господи, ты правишь, а мы никто, мы букашки на земле. Мы букашки. Поэтому как бы, самое важное, когда мы понимаем, что, Господи, ты правишь миром, когда я смиренно принимаю. Знаете, намного легче смиренно принимать, когда как Бог правит, и это как бы случается то, что мы хотели бы. Или то, что нам приятно. Есть известные слова, которые многие знают из книги пророка Иеремии, на которые почти никто не знает, в каком контексте не сказано. И так они цитируются с каким-то ободрением. Помню, когда у нас был пастор Марк с Штатов, он мне это сказал, я с этим согласился. Он говорит: в Америке этот текст много знают, но почти никто не знает, о чем идет этот стат, откуда он взят. Я процитирую, это 29:11 Иеремии. «Ибо только я знаю намерения, какие имею у вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Только я знаю, какие у меня приятные для вас сюрпризы. Но это было сказано в контексте, знаете, когда они попали в плен, как плен, насильно переселены, вот так, более точно. Что-то, может, похоже, когда вот люди, не спрашивая их, где-то, может быть, были переселены в Россию. Это насильно. Насильно переселены. И они думали, и там так даже у них были некие такие провидцы, которые говорили: очень скоро вы вернетесь. А Бог через Иеремию говорит: ничего подобного. Не скоро. Не скоро. А через 70 лет. Знаете, что сказать для человека через 70 лет? Значит, ты не вернешься уже. Ты не вернешься. И в этом контексте Бог говорит: только я знаю намерения, какие имею вам, ко благу. Вот то, что вы там умрете, это ко благу. Какому благу? Чтобы нация изменилась. Почему был плен?
потому что был большой грех, было идолопоклонство, было безбожие. Я хочу, чтобы вам было благо, чтобы вы вернулись оттуда другими. Если не вы, то ваши дети вернулись другими. Чтобы нация духовно жила. Поэтому ко благу это означает для них 70 лет. Не знаю, какие планы у Володи и у Сони насчет Мелитополя. И надеюсь, что не 70 лет. Не надеюсь, но если Бог сказал, что ко благу через лет 70. Как бы мы этот отрывочек посмотрели, Господи, как ко благу? Только я знаю намерения, какие имею у вас, Бог. И эти намерения ко благу. Похоже, когда сегодня тоже цитировалось из Римлянам, что любящим Бога, признанным к Его возболению, все содействует ко благу. И там тоже мы смотрим, к какому благу. Там в контексте идет речь, что тех, кого Бог избрал или предопределил, чтобы мы были подобны образу Сына Его. Это ко благу, когда Бог говорит, я замыслил вас, чтобы вы были похожими на моего Сына. Это мой план. Чтобы вы были такие, как Христос. И к этому благу я все организую вокруг вас. Все организую вокруг вас. И это для тех, кто, для христианина, во-первых, и к какому благу, чтобы он стал более похожим на моего Сына, на Иисуса Христа. А это означает, что от чего происходит терпение? От скорби происходит терпение. Это означает, что вот если Бог хочет, чтобы мы были терпеливыми, как Христос, Он допускает в нашей жизни скорбь. И так во всем. Во всем. Или чтобы наша вера была чище, чем золото, испытанное огнем, очищаемое от примесей. Ко благу. Как Иосиф, который говорит своим братьям, когда же они были в Египте, и он их кормил, а потом, помните, отец умер, и они перепугались, что теперь-то их Иосиф отдаст должок. Он их собрал и говорит, вот вы умышляли против меня зло. Бытие 50:20. Вы умышляли зло. Но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть. Сохранить жизнь великому числу людей. Братья его сделали, не просто подло, это просто мерзко. Когда своего же брата, родного брата, продали в рабство, чтобы на нем заработать. Они сделали зло. И помните, там это не такая же была легкая жизнь для Иосифа. Лет 15 этих, когда он скитался, то как раб, то в тюрьме. А он говорит такие слова, вы планировали зло, а Бог это использовал для добра. Может быть, еще для его личной жизни это не так легко было. Но для какого добра? Оказывается, он понял, что у Бога был план исполнять это обещание Аврааму, чтобы от него потомков было много. Каким образом? И Бог планировал, что будет, оказывается, большой голод, большая засуха. Планировал через Иосифа их всех прокормить. Их прокормить, тех, кто, оказывается, делал ему зло. Их прокормить, их детей покормить. А тех, кто замышлял зло. Поэтому, может быть, для меня лично это будет, кажется, Господи, это не благо, это подлость братьев. В конце концов, Бог это сделал для того, чтобы была польза братьев. Поэтому пусть нас Господь благословит. И как Иов говорить, Господь дал, Господь взял. И мыслить об этом так дальше. Смиряться тогда, когда мы не понимаем. Но мы принимаем. Принимаем без возмущения, без ропота то, что наш Господь в своей милости допускает для нас. И, может быть, еще один такой практический вывод, кроме того, что мы смиряемся перед Божьей волей,
мы можем, зная то, что все только от Него, мы можем быть спокойны, мы можем иметь доверие Ему. То есть наш ответ, когда мы верим, что Бог правит миром, мы Ему доверяем, мы на Него уповаем. Мы Ему доверяем. Может, пару отрывочков из псалмов, где люди молятся Богу в своих переживаниях и Ему доверяются. Псалом 30, стих 15-16. Там тоже, может быть, стих 14, контекст. «Ибо слышу злоречие многих, ужас». То есть куча проблем вокруг меня, куча злости на меня вроде бы. Как бы я в эпицентре всякого зла, которое может на меня вылиться, да? Стих 15. «А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог. В Твоей руке дни мои». Не в руке тех людей, которые замышляют зло, а в Твоей руке дни мои. Поэтому я спокоен, Господи, я Тебе доверяю. Я знаю, что Ты запланировал мне жизнь, и она не кончится раньше того срока, который Ты запланировал. Как бы не хотели мои враги, которые безвинно окружили меня. Я на Тебя уповаю. Вот. Еще один псалом, 4. Если так, если я на Тебя уповаю, то это выразится, может быть, похожими словами. Стих 9, давайте. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности». Даже тогда, когда военное положение, даже тогда, когда пролетают ракеты, Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности. Это касается и, может быть, каких-то тяжелых потрясений, и, может быть, каких-то мелких проблем, когда мы знаем, что, Господи, как Христос говорил в проповеди, что Отец ваш Небесный знает, в чем ты имеешь нужду. Что одеться, что кушать, Он знает. И Он правит. И Он посылает солнце и на праведных, и неправедных. Он знает все. Он знает все. Пусть Господь от нас, от нашего ответа на Его правление видит наше сердце смеяющееся, наше сердце успокаивающееся таким вот доверием к Нему. Это не только как бы самоуспокоение, Господи, я знаю, что все ко благу, это Божье успокоение. Потому что Бог желает нас видеть не только немножко счастливыми на земле, Он желает нас видеть всегда счастливыми на небесах. Вот поэтому иногда Он прописывает какую-то горькую микстуру, но она приносит изменения в мою жизнь, в твою жизнь, в наш характер, чтобы мы стали похожими на самого прекрасного, кто был на земле, на Иисуса Христа. Пусть Ему будет в этом слава. Аминь.